Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, друзья, ваша нынешняя поездка в Россию первая в должности президента Исламской Республики Иран. И это имеет большое символическое значение. Иран стал полноправным членом БРИКС, и вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене. Недавно мы провели весьма содержательную и, считаю, полезную беседу в Ашхабаде, рассмотрели основные аспекты двусторонней кооперации и наиболее актуальные региональные темы. Главное, был подтвержден взаимный курс на всемирное укрепление наших связей. Они находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер. Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Признательны, что вы приняли приглашение посетить нашу страну с отдельным визитом, с тем, чтобы подписать этот документ и другие важные документы в торжественной обстановке. Как уже говорил в Ашхабаде, одна из актуальных задач в наших отношениях – закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Рассчитываем в этой связи на активную работу межправкомиссии под председательством нашего министра энергетики господина Цивилева и министра нефти Ирана господина Пакнижада. В числе приоритетов реализации таких крупных совместных инициатив, как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора Север-Юг, строительство второго и третьего энергоблоков Бушер и, конечно, расширению экономических связей способствует подписанное в конце 2023 года соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Хорошо продвигается и культурно-гуманитарное сотрудничество. В июле этого года вступило в силу межправсоглашение об учреждении и деятельности культурных центров. А действующий с августа прошлого года безвизовый режим для организованных групп туристов стимулирует рост взаимного туристического обмена. На 2023 год рост 52%. Продолжим сегодня обсуждение наиболее актуальных международных тем, включая драматическое развитие событий на Ближнем Востоке, положение дел в Сирии и Закавказье. В целом подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого, многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранению центральной роли ООН. Пользуясь случаем, прошу передать привет и самые добрые пожелания верховному руководителю Ирана Аятолле Саиду Али Хаминеи. Мы очень ценим его внимательное и конструктивное отношение к вопросам развития российско-иранских связей. Благодарю вас. Добрый день, господин президент. Я прежде всего должен вас поблагодарить за то, что пригласили меня посетить в Казань. Очень рад возможности провести встречу с вами. Да, как вы говорили, в Ашхабаде у нас была очень хорошая встреча. У нас были определенные достигнутые договоренности. Я на самом деле взял под личный контроль реализации определенных договоренностей. И только сейчас поговорили с коллегами, с министрами, чтобы вот на этой встрече тоже финализировать все, что осталось из прошлого правительства.
Я вам скажу, что как нужно будет, сам лично еще раз займусь этим делом, чтобы все эти договоренности, документы, как скорее можно, были подписаны. Наши отношения носят стратегический характер. Это в интересах наших государств, чтобы вместе шагать вперед. Наш дорогой сосед, Россия, великая страна. Нам нужно продолжать конструктивное взаимодействие в рамках БРИКС, конечно, при вашей поддержке. Мы присоединились и в Евразес, и в ШОС, и в БРИКС, за что мы вам признательны, господин президент, и обязательно, несомненно, продолжим этот путь самым сильным образом. Все, о чем говорилось сегодня, я считаю, что они были очень полезные моменты, все было конструктивно. Наш курс тоже направлен на всестороннее сотрудничество с вашими сторонами, со сторонами участниками БРИКСа. Я думаю, что все-таки все санкции, которые ведут против нас, США, против нас и вас, я думаю, что мы сможем нейтрализовать, мы можем урегулировать все процессы, которые они пытаются все-таки разрушить. Наши отношения в разных сферах, в экономической, в политической, в культурной, очень хорошо продолжаются, и я уверен, что мы можем скоро подписать этот договор. Я сам лично хотел бы, чтобы как в первое возможное время финализируем этот вопрос, согласуем этот момент. Я думаю, что дата скоро будет определена для подписания этого договора. Спасибо.